думали когда-нибудь о том, что компьютерная игра Stalker могла бы стать замечательной настольной игрой? Чернобыльская зона, как игровое поле, на котором фигуры героев и монстров, разрушенные дома и покинутые деревни, ржавеющие автомобили, аномалии, артефакты. Эта игра есть. Она называется Stalker Зона конфликта. Ее создали около 10 лет назад. Издателем был Зов Хабара. А я решил пойти дальше, по пути создания ландшафтов и новых героев. И первым опытом в 2018 году для меня стало создание локации Кордон. С чего начать? Конечно, с основы террейна. Для этого идеально подошел лист пенополистирола 125 на 60 сантиметров. Толщина его 5 сантиметров, вот такой. Да, листов оказалось нужно на самом деле 12, ведь локация игры, как вы помните, довольно здорово вытянута с юга на север в сторону свалки. Ну, здесь пока еще трудно узнать этот самый классический кордон. Вот таким вот образом выглядят эти строения, еще не обработанные. Это будет ферма. Здесь еще не приклеенная дорога, там стоит КАМАЗ. Совершенно непонятно, но там будет северный блокпост. Я расскажу немного о пенополистироле. Он выбран потому, что он легко обрабатывается. Это инструменты для первичной обработки пенополистирола. Итак, начнем работу. Вот это первое возвышение. Пока оно обработано грубо. Понять, что это вообще такое с первого взгляда, трудно. Рядом разметка коричневым. Это место для ландшафтного возвышения. И зеленым. Это, соответственно, низина. Поясню, это асфальтовая дорога. Стрелка показывает, как дорога идет от южного блокпоста военных к кордону в центр зоны. Для застройки террейна я купил домики из наборов масштабной железной дороги. Героям-миниатюрам понадобится бытовое окружение, оружие, техника. Вот коробка с дополнительными фигурами была. В оригинальной настольной игре представлены только две группировки сталкеров — Долг и Свобода. У нас еще будут военные и одиночки. Нет большого интереса в демонстрации процесса сборки этих строений. Могу сказать, что на Кордоне у нас 7 населенных и административных пунктов. Это около 2 десятков зданий. А собственно, вот они. Только что собранные дома и строения пока не похожи на ветшавшие полуразрушенные объекты в игре. Я займусь их внешним видом позже. Это первые 3 листа будущего террейна, а это главный инструмент — шлифовальная машинка с полукруглой пилой. И именно с ее помощью быстро и легко формируются все холмы и впадины. Вот, пожалуйста, вы можете их видеть, они сформированы. А машинка позволяет нам шлифовать поверхность с насадкой с наждачной бумагой. Сейчас я покажу. Вот, собственно, эта поверхность, которая еще не обработана. Вот машинка, и начинается обработка. Есть 3 вида, от самой грубой до самой мягкой наждачной бумаги. И вот уже возвышения низины становятся плавными и ровными. Вторая очередь листов выкладывается, когда мы заканчиваем чистовую обработку ландшафта первой очереди. Вот так выглядит разметка. Коричневый, напомню, это возвышение, зеленый — это низины. Разметку этот квадрат будущее логово торговца Сидоровича. Далее вот тут будет тоннель под дорогой, что недалеко от бункера. Собственно, я покажу этот тоннель, а вот так вот пройдет сама дорога. Вот эта стрелка. А тут будет расположено автотракторное предприятие, то есть АТП. Вот так выглядит первая половина кордона. Еще не все возвышенности обработаны, а тут уже видно, что обработка закончена, и мы выкладываем 3-ю очередь листов. Это важная часть, именно на ней будет железная дорога с насыпью. Вот она и разрушенным мостом, под которым можно встретить блокпост военных. Вот, покажу ближе. Видно, как формируются уровни возвышений. Необработанные листы раскладываются на месте будущей насыпи. Насыпь будет высотой в 2 листа. А вот тут видно, что логово Сидоровича уже вырезано. За 3-й очередью мы выкладываем 4-ю, последнюю часть кордона. Это ландшафтно сложная часть. На ней находится самая высокая точка. Это холм, отделяющий северный блокпост от военных. А вот тут вот будет сам блокпост, здесь будет редкий лес, вы видите перепады высот, как и в игре. А в середине второй части локации будет хутор с разрушенным зданием, где стрелок в свое время спасал лиса. Этот мост, он пока еще не разрушен. Повезло мне с его покупкой. Найти такой было сложно в магазине. А это работа над железнодорожной насыпью. Первичное придание формы.
Вот что получается. Плавный подъем к насыпи. Сама насыпь крута. На нее по правилам игры нельзя будет влезать, она закрыта забором из колючей проволоки. А вот здесь, в заборе, как вы помните, там будет дыра. Там вот, собственно, и можно будет перейти насыпь. Я только что показал. Мы пока не занялись пространством под мостом, а сам мост уже разрушен. Получилось очень достоверно. Вот теперь можно сказать, что эта часть почти полностью готова. Обработана, остались мелкие детали. Готова насыпь. Для понимания выложена асфальтовая дорога. Вот она. Их мы пока не приклеиваем, части этой дороги. И железную дорогу тоже пока не приклеиваем, просто выкладываем. А теперь время приклеить ландшафтные детали к поверхности игрового поля. Мы используем быстро сохнущий клей ПВА. Этих банок мы использовали 6 штук на Vivid Terrain. Для фиксации возвышенности используем зубочистки, вроде деревянной арматуры. Потому что этот ПВА очень жидкий клей, и детали норовят съехать в сторону со своих мест. Тут же окончательно обработанный склон холма. Сейчас я его покажу. Там пока недоделанная часть. Вот хорошо видны низины, ровных поверхностей на террейне мало. Я специально изучал, как выглядит ландшафт в серии игр и попытался его повторить. Здесь будет вход в трубу. Вот там. Итак, ландшафт террейна почти готов. Вот как он выглядит в длину. Действительно, он получился очень большим и длинным. Мы начали работу вот отсюда. Видны щели между поверхностью и холмами. Мы их уберем, избавимся от них с помощью шпатлевки. Это будет следующий чистовой этап работы. Вот здесь будет блокпост, а вот там, чуть дальше, деревня новичков. Вот здесь она будет расположена. Это уже практически сделанный бункер Сидорович. Он получил двери, стены, решетку. Пора заняться перекрытием тоннеля. Тоннель будет недалеко от бункера Сидоровича. У нас все близко друг от друга. Вот здесь будет перекрытие, то есть дорога сверху. Это место, где скоро появится АТП, где стрелок впервые встретил бандитов, помогая сталкерам Волка. Чуть ближе я показываю большую воронку. Вот. Она, это гигантская аномалия Жарко. Она находится на пути от торговцев в сторону здания элеватора и тоннеля под железной дорогой. Вот чуть дальше Жарки будут эти строения. Вот здесь, на этих местах. Ну, это сам тоннель. Вот он. Собственно, я его уже показывал несколько раз. Далее на насыпи вот здесь будут уложены рельсы. Тут вот, пожалуйста, вот именно здесь это точка, где под насыпью стоит сошедший с рельс тепловоз. Тот стрелок находит схрон на его крыше, вы помните, артефакт «Кровь камня». Это вторая часть локации. Здесь под разрушенным мостом будут контейнеры. Сейчас я покажу. Вот, мы показываем сейчас вторую часть локации. Ландшафт, будущая труба-переход и высокий, очень высокий, самый высокий здесь холм. Вот это место, где будет стоять северный блокпост. По периметру игрового поля мы сделаем возвышение, ограничивающее фигурам возможность передвигаться. Это сделано потому, что следующие части террейна, другие локации, будут иногда примыкать к кордону напрямую. А согласно оригинальной игре, количество переходов между локациями будет ограничено. Здесь уже хорошо видна чистовая обработка ландшафта. Вот, посмотрите, пожалуйста, щели, неровности полностью скрыты слоем шпатлевки, стало гораздо красивее. Соединение между листами скрыть никак не получилось бы, мы ведь делаем игровое поле, а не диораму. Поэтому пришлось пожертвовать красотой в угоду удобности. Игровое поле может быть быстро разобрано на части, каждая часть это один лист, всего их у кордона 12. И хранить террейн так, естественно, гораздо проще. Вот видно, что тоннель под дорогой уже покрашен внутри, бункер Сидоровича тоже покрашен, стены стали бетонными. Аномалия Жарко, вы ее только что видели, получила мелкий песок в качестве покрытия, он будет окрашен. Большой тоннель тоже выкрашен изнутри, как и малый, в коричневый цвет. Там и там еще будут установлены каменные и кирпичные стены.
Вот здесь под мостом кирпичные стены уже приклеены. Вторая часть террейна почти готова. Здесь все поверхности сделаны гладкими, под мостом видна плоская часть, там будет бетонная стена. Пришло время окраски террейна. Площадь этой локации, вот она огромна, составляет 9 квадратных метров. И все эти баллоны с краской будут израсходованы, вот они. Здесь 3 вида зеленой краски: светлый, средний и темно-темно-зеленый. Присутствуют цвета желтый, коричневый, 2 видов. Вот, собственно, сейчас я покажу процесс окраски. Работы много. Нам пришлось одеть перчатки, очки, респираторы. Здесь видно, как использовались цвета. Сейчас я покажу. Это вот основной зеленый, а вот тут вот темный зеленый. А внутри тоннелей коричневый, по обочинам дороги тоже коричневый, под мостом коричневый с желтым. Малый тоннель получил бетонное покрытие серого цвета. Эти белые части будут докрашиваться внутри вручную кистью. Это важная часть. Вот сейчас я показываю это перекрытие, о котором говорил. А скоро мы будем устанавливать асфальтовое покрытие. Вот эти белые части, о которых я говорил, которые мы будем докрашивать. Итак, асфальтовое покрытие. На дорогу, идущую через весь кордон от южного блокпоста к северному. Покрытие самоклеющееся. Дороги из масштабных наборов к железнодорожным моделям. Отделять их надо медленно и очень аккуратно. Вот тут видно, что дорога уже приклеена. Но нам не нравится, что она выглядит совершенно новой. Вот, смотрите, дорогу надо состарить. Здесь видно 2 части дороги. Уже грязная старая и новая. Для этого процесса используются вот эти краски, черная и серая. И искусственная грязь производства компании Цитадель. Очень ее рекомендую. И компанию, и грязь. Предварительно мы выкрасили весь террейн, осталась точечная работа кистью, разрушенный мост уже выглядит грязным, ржавым, на мосту приклеено каменное покрытие, вот его видно, а теперь нам нужно установить рельсы. Вот серая бетонная стена, о которой я говорил, мы приклеиваем ее под мостом, это видно на фотографиях, и вот, пожалуйста, ржавчина производства Цитадель, лестница в погреб в деревне новичков. Пора заняться строениями и заборами. Вот заборы, я подготовил их для деревни новичков, и сейчас буду красить сейчас. И здесь они разложены на места установки. Видите, лестница уже покрашена. Первая часть кордона начинает приобретать законченный вид. Недалеко от деревни новичков мы видим, вот он, южный блокпост. Вот он уже сделан. Военных. Пока нет бетонного забора по периметру и колючей проволоки вокруг. Это автомобили. А автобус и грузовик пока выглядят как яркие игрушки, дома тоже. Я займусь их внешним видом позже. Это костер тут условно, чтобы его просто показать место. Вот я показал разметку под будущий вход в погреб. Тут несколько смещены картины. Я показываю начало работы с входом чуть раньше. Итак, 3 первых листа и мой первый опыт. Вот я показываю уже собранный вход в погреб. Я его вырезал, склеил из пластика. В игре таких 2, но у нас не хватает места, поэтому будет всего 1. Это все же настольная игра, хотя и гигантская. Видно, что между домами появился гравий. Время заняться деталями. Разрушенный, сгоревший дом, внутри должны быть обломки и мусор. Поэтому я наносил только что слой ПВА, чтобы их приклеить. Вот только что установленный забор, я показываю фотографии. Видны еще капли незасохшего клея. Здесь начало работы с кострищем, вот оно, и первый слой травы вокруг домов. Деревня приобретает детали, мусор в домах и костер, и рядом горящая бочка, ржавая труба и вот сейчас покажу синий ящик схрона на улице. На полуразобранном мотоблоке ржавчины, грязь. Вместо москвича в игре я использовал Ниву, ржавый остов вы только что видели. Кладбище сталкеров с 4 могил, кресты разные, металлические, деревянные. Новая важная деталь на террейне. В деревне появилась грязная почва. Для полноты картины на улице появились сталкеры-новички. Плохо вооруженные, одетые в старую военную форму ребята. Только у лидера Волка есть комбинезон Заря. Вот он стоит. Вот он. Они сидят возле костра и травят байки. Эта база принадлежит им. Пора заканчивать с первой частью кордона. Мы приклеиваем траву. Вот сейчас я покажу, как это делалось частями. Здесь трава есть, а здесь ее еще нет. Трава очень яркая, ее цвет будет темнее. Нам нужно впечатление пожухлой травы. Вот несколько сравнений игры и тех же мест на террейне.
Я надеюсь, что получилось достаточно похоже. На этом я заканчиваю первую серию. Вторая серия выйдет через 1 месяц. На этом прощается с вами ваш Артезан Мороз. Всего хорошего. До свидания.